Приветствуем всех на канале Фарфор Европы. Пока мы готовим видео о фарфоре Майсон из музея, сегодня наша любимая распаковочка. И первая красотка. Узнаете? Да-да, это самая знаменитая, самая любимая, легендарная Катарина Ваймар. Вот давайте аккуратно поставим и полюбуемся. Роскошная форма, элегантная, эффектная. И по каталогу этот цвет называется, и это декор называется по-немецки Juwel Rubin. Драгоценный рубин. вот такие красивые формы, ручка, большое количество золота. Это все ручная работа, эксклюзивный праздничный декор, роскошь в пышном великолепии полированного золота. Посмотрите, сколько золота вот здесь идет по каемочке. Да, очень много. Это все ручная работа. И это у нас будет трио. Вот сейчас достаем блюдце. Вот такая красота в барочном стиле. Видите, трильяжная сеточка, красивые веточки. И по канту ракайли, покрытые большим слоем золота. Это у нас блюдце. И сейчас будет еще десертная тарелочка. А пока поместим блюдце. Да, фокус, давай, фокус. Вот такая красота. И десертная тарелочка. Вот такая прелесть. В чудесном состоянии. Золото идеально сохранилось. Никаких потертостей. И вот аккуратно я сейчас переверну. И посмотрим клеймо. Катарина. Всеми любимая форма Катарина. Клеймо герб тюрингских герцогов и щит. А в 1924 году к этому клейму добавили корону и лавровый венок. Это клеймо ставилось с 1949 по 1980 год. Вот такая красоточка. Где там фокус? Хорошо видно. Да, поймала. И вот получается наше полное трио. И поставь поближе чашечку. Вот такая рубиновая, ювелирная красота. Но это еще не все. Продолжение рубиновой истории. Да. Фабрика Ваймар, одна из самых старейших фарфоровых мануфактур в мире, была открыта в 1790 году. Рубиновую ювелирную красоту у нас есть еще роскошная глубокая тарелка диаметром 21 сантиметр, глубиной 4,5 сантиметра. По каталогу это тот же декор. По-немецки Juwel Rubin. Драгоценный рубин. И посмотрите, какая эффектная форма тарелки. Посмотрим, называется эта форма. Сейчас посмотрим клеймо. Форма называется Ильзе. Видите, вот написано под клеймом название формы и даже автограф художника. Ильзе – тарелка, которая очень нам напоминает форму, разработанную в свое время
то время, когда фабрика принадлежала гамбургскому бизнесмену Эрнсту Карстенсу. Этот период так и называют коллекционеры – карстенский фарфор. Карстенс Чайна. Форма похожа на те, которые выпускались и в других мануфактурах, принадлежащих семье Карстенс. Это Райхенбах и Зарау. Про легендарную фабрику Зарау из Силезии мы рассказывали в видео. К сожалению, фабрика уже не существует с времен Второй мировой войны. Не пережила войну. В 1944 году фабрика Зарау закончила свою работу. Вот такая вот красоточка. Посмотрите, как великолепно она сочетается с трио Катарина. Видите? И тот же декор барочный с веточками, с трильяжной сеткой. Ну, красоточки. Кстати, Катарина – это легендарная форма, посвящена, что, кому бы вы думали? Эта форма посвящена российской императрице немецкого происхождения Великой Екатерине II. Вот она и называется Катарина. Кстати, кроме того, что она легендарная и знаковая форма, она одна из самых любимых и производится в различных цветах. Но, на наш взгляд, рубиновый один из самых эффектных. Такой королевский цвет. Вот такая красоточка. Но это не все, что у нас есть от фабрики Ваймар в сегодняшней распаковке. Смотрим следующую. И еще одна красавица от Ваймар. Вот такая. Это уже больше тарелочка. Вот сейчас мы ее возьмем всю в кадр. Диаметром 25 сантиметров. Глубиной. Покажи глубину нам. Глубина 5,5 сантиметров. Вот такая красоточка. Это та же форма Ильзе. И декор называется Rose von Weimar. Розы. Роза Ваймара. А Вот. вот давайте посмотрим. Интересно, вот. Да, в сравнении размера, видите как? Большая тарелка и маленькая. И входит, и выходит. Замечательно выходит. Замечательный размер. Вот такая. Здесь уже нежность. Если та такое благородство, яркое, то здесь уже нежность, воздушность розовых роз. Очень красивая. Посмотрите, какая форма и клеймо. Сейчас найдем фокус. Поймали фокус. Клеймо это где-то 1980-е годы. Это знаковые формы, знаковые любимые декоры, которые очень часто повторялись на мануфактуре Ваймар. Смотрите, какие красивые Розы, цветы. И вот эти дырочки в фарфоре, которые подчеркнуты золотом, и по краю ракайли. Здесь, кстати, тоже рельеф. Да, рельеф. Вот он. Сейчас мы его поймаем. Рельеф. Очень красиво. Так. И наша следующая, пока мы любуемся этой красотой. Еще раз Катарина. Уже другая красавица, тоже в этом рубиновом цвете. Видите? Тоже рубиновый цвет. Это Мока Пара от фабрики Мартин Рода. Давай посмотрим клеймо. Вот такое клеймо. И написано
импорт. То есть это Германия производила экспорт в Польшу. Фабрика была основана в 1901 году. В 1977 стала под управлением фабрики Ильменау и уже использовалась как не самостоятельная фабрика, а просто как художественная мастерская. А закрыта Мартинрода в 2019 году. Ну вот полюбуемся на Мока-пару. Смотрите, какая красавица. Золото, как будто чешуя рыбы. И рубиновые и белые полоски. Вот такая красавица. Симпатичные такие. С золотой ручкой. Вот тоже очень милая. Золото в идеальном состоянии. Да. Вот как блестит красиво. Великолепно смотрится и как коллекционная мока-пара, и как для повседневного использования. Очень приятно утром выпить чашечку кофе. Вот из такого набора. Поднять себе настроение. Полюбуемся на эту розово-рубиновую красоту. И еще одна у нас красавица сегодня в распаковочке. Это чайное трио от Альки Кунст, нашей любимой Алечки. Вот такое клеймо, которое ставилось с 1938 по 1956 год. А я пока распакую тарелочки. Вот такая красавица. Тоже есть и рубиновые цвета, и нежно-розовые. Блюдце. Посмотрите, какая необычная форма, как четырехлистник. И внутри декор такой футуристичный. То ли это геометрические фигуры, то ли это такие стилизованные цветы. Это футуризм 50-х. Очень необычная форма блюдца, тарелки и чашечки. Вот сейчас покажем вам, это большая тарелочка. Вот таким образом. И смотрите, как красиво. Ее можно скомпоновать разными уголочками. Давай поставим. Да, и можно повернуть. Можно так, Да. можно вот так. Ну, смотрите, как красиво, интересно. И чашечка. Чашечка тоже необычная. Она не овальная, а с такими идет даже выпуклостями, ребрышками на боковой части. Острая ручка. И смотрите, само основание такое квадратиком. Имеет 4 стороны. Вот такая интересная композиция, такое интересное трио. Элегантно так держать в руке. Можно в правой, можно в левой. Да, очень редкая форма. Алька Кунст была основана в 1872 году, а в 1970-м маркетологи компании решили переориентировать фабрику на экспорт, и было принято решение сменить торговую марку на название Кайзер Порцелан. Кстати, Кайзер – это немецкая адаптация римского имени Цезарь, родоначальника императорской власти в Римской империи. Вот какие хитрые маркетологи. С одной стороны, они используют фамилию владельца, а с другой стороны, претендуют на императорскую роскошь. Да, очень удачно у них получилось. И неудивительно, потому что привлекали в работу, в сотрудничество очень интересных, прославленных художников и
модельеров по фарфору. Карл Носек, Манфред Фрей. Даже легендарный Карл Туттер. Да, тоже делали статуэтки по его разработкам. Талантливый художник Фютерер. И это все Кайзер. Сегодня получилась вот такая распаковочка в великолепном рубиновом исполнении с добавлением розового. Мока пара от Мартин Рода. Красавица футуристичная в необычной форме Алечка Кунст трио. Большая тарелка от Ваймар в декоре роза Ваймар. Красавица тарелка рубиновая от Ваймар. И любимая легендарная визитная карточка фабрики Ваймар трио Катарина. Вот такая красота. Пишите в комментариях, что вам понравилось больше всего. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить наши новые видео из океана фарфора Европы. Скоро новое видео о фарфоре Майсон из музея. До новых встреч! Пока!